Ранее накануне навещали Днепропетровск и окрестности. Ой, прямо аж искру. В пригороде Днепропетровска ночью было светло, как днем. В Обуховке полыхал логистический центр. Его помещение использовали для нужд ВСУ. Хирургическое вмешательство в кровеносную систему украинской обороны позволило пилотам БПЛА точечно уничтожить объект. Еще раз показать, что глубокий тыл больше не безопасное убежище для вражеской логистики. Уничтожение складов, ремонтных баз и транспортных узлов – это разрушение цепочек снабжения ВСУ. Потому законные цели военного назначения вычисляются и уничтожаются по всей Украине. Без сомнения, ими являются и украинские порты, мимо которых наши герани, конечно, не пролетели. Одесса, Черноморск, Николаев и Южный – ключевые хабы, через которые идет снабжение ВСУ с запада. Уничтожены 7 сухогрузов, осуществлявших доставку в Черноморской операционной зоне. Кадры объективного контроля зафиксировали четкие попадания, которые стали регулярными. Системность ударов уменьшила возможности врага по транспортировке вооружения. Результат обеспечивает профессионализм операторов и высокоточные БПЛА, которые способны сжечь любую цель на всей украинской территории. Какие у нас реалии? Каждый день, да, себе дымочек, да? В Запорожье дроны сожгли грузовой автомобиль ВСУ, а в Сумах накануне били по сервисному центру МВД. Территорию использовали для хранения, обслуживания и ремонта военной техники. Враг лишился еще одной площадки, где его боевые машины возвращали к жизни. В городе Бурынь Сумской области герани закрыли еще один складской центр. Уничтожили электроподстанции, которые обеспечивали энергией предприятия, работающие на ВПК. Они обесточены. Стратегия выжженной логистики – это не просто урон. Цель – лишить армию противника способности воевать, сделать так, чтобы кончились не только патроны и снаряды, но и сама возможность их подвести. И эта стратегия работает. В Харьковской области подразделения северной группировки войск методично запирают врага в мешке смерти юго-восточнее Волчанска. Здесь накануне освободили населенный пункт Бакшеевка. Его потеря – серьезный удар по оборонительной системе ВСУ. Населенный пункт расположен близко к трассе на Лозовую и Великий Бурлук. Рядом железнодорожная станция Бакшеевка. Этот участок удобен для контроля движения и снабжения врага. Теперь противник вынужден откатиться на новые рубежи, перестраивать логистику. Наша граница стала безопаснее, а ВСУ все ближе к окружению в этом квадрате. Ураган на Краснолиманском направлении. Залп реактивных снарядов. Их количество враг пробует считать за 25 километров от пусковой машины. Площадной огонь накрывает цель, срывает ротацию ВСУ. В самом городе организованное сопротивление ВСУ сломлено, противник дезорганизован, прячется по подвалам, идет его зачистка. Операторы БПЛА плотно закрыли небо у Алексеева-Дружковки. Из нашей Константиновки, что рядом, продолжается эвакуация мирного населения. ВСУ при этом усиленно бьет по людям из минометов. И начал отстреливать дроны. Я со счета сбился, сколько они там положили. Они все летят и летят, такое ощущение, что пчелы из улика. За сутки продвижение в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях продолжили войны группировки «Восток». Войска центра заняли более выгодные рубежи и позиции на Добропольском участке в ДНР. Успешное освобождение Бакшеевки, а накануне и других населенных пунктов – результат комплексной работы. Штурмовые действия на земле поддерживаются точной работой воздушной разведки, артиллерии и грамотной тактикой, системными ударами по инфраструктурным объектам врага, нарушением его логистики. Егор Григорьев, Ольга Проконова. Вести. Сейчас срочное сообщение из Франции. Там сборная России по синхронному плаванию победила в групповой технической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, которая, собственно, проходит в Париже, с чем мы и поздравляем наших ребят. А пока к другим новостям. ФСБ предотвратила в Крыму целую серию терактов, в том числе против руководителя одного из новых регионов. Задержаны 2 местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами. По заданию кураторов они также собирали разведывательную информацию о расположенных на полуострове подразделениях российской армии. Кадры допроса в материале Маргариты Семенюк.
Остаться незамеченным у 32-летнего жителя Красноперекопска, что в Крыму, не получилось. Мужчина под руководством украинских спецслужб фактически организовал подпольное производство ударных дронов. В том числе оборудованных устройствами для сброса боеприпасов. В квартире его проживания и на территории используемой дачи изъято 22 БПЛА различных типов и 25 средств управления ими, свыше 200 комплектующих, 10 километров оптиковолоконного кабеля, 4 3D-принтера, 2 радиостанции, 7 средств вычислительной техники, 52 флеш-накопителя. Сергуш, такой позывной, украинские кураторы дали крымчанину, уроженцу Херсонской области. Сейчас он после задержания, конечно же, сотрудничает со следствием и разоблачил всех, кто с ним контактировал. Я был завербован сотрудником СБУ с псевдонимом Диего. Я выполнял задания по сбору сведений о передвижении вооруженных сил Российской Федерации, техники и военнослужащих, а также расположение линий электропередач и других важных объектов инфраструктуры. Двое идут рядом, их заводят в здание, ведут по длинному коридору, но в один конец. К этой точке невозврата их привели разные пути. Первого завербовали сотрудники ГУР Украины, второго – друг. Я занимался разведкой, фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать фотографировать ПВО. Те установки, что круглосуточно защищают полуостров от налетов вражеских БПЛА. Пособник украинских спецслужб должен был по координатам куратора оставить на указанных точках 3 FPV-дрона с взрывчатками. От Главного управления разведки Украины мы получили выплату, которую потом поделили. Александр предложил мне еще одну работу, еще одно задание. Суть заключалась в том, чтобы найти вывеску города Симферополь и исправить ее на украинский язык. Александр позвонил мне ночью и предложил мне похоронить у себя портфель, в котором находилась СВУ. Двое севастопольцев 92-го и 99-го годов рождения пытались дестабилизировать обстановку в регионе. По указке врагов исполняя диверсии и теракты. На фигурантов уже завели уголовные дела. Финал у каждой такой истории один. За госизмену и предательство Родины всех фигурантов ждет скамья подсудимых и тюремное заключение. А обещанные врагом лавры так и останутся пустыми словами. Маргарита Семенюк, Вести. Добычу и обработку драгоценных камней в России сегодня обсуждали в Кремле. Владимир Путин встретился с главой Алросы Павлом Маринычевым. Запасы алмазов этой компании составляют почти половину от общемировых. Более того, на фоне кризиса на международном рынке ей удалось на четверть снизить затраты, что помогло сэкономить 65 миллиардов рублей. Маринычев рассказал о том, как идет разработка месторождений, в том числе труднодоступных. Также речь зашла о ювелирном производстве. Хотел бы доложить о деятельности нашей компании. У вас запас 1 миллиард карат, да? Да. Это примерно 50% от общемировых запасов алмаза. Все верно. Около того. И а добыча примерно 30% мировой добычи, да? 30% в каратах. И, как вы знаете, Владимир Владимирович, сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис, но плюс к этому Алроса, как и некоторые другие компании, работает под санкциями. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке. Безусловно, приоритет нашей работы – это импортозамещение. ПО полностью, новые затраты на ПО. Это 100%. Оборудование, которое мы используем, свои технологии в работе, это 98%. Это для нас, повторюсь, безусловный приоритет, и мы продолжим эту работу. Отдельно также хотел бы сказать про маркетинг, видовой маркетинг. Как известно, в определенной степени на нас действует рынок синтетических камней, синтетических бриллиантов. И здесь отдельно хотел бы сказать спасибо правительству Российской Федерации, потому что вышли новые правила торговли в Российской Федерации, когда как раз разделяется понятие синтетического камня и природного.
Уже нельзя будет, например, взвешивать синтетические камни в каратах, называть этот камень бриллиантом. Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов. Согласно тексту, сотрудник атомной станции удостоен награды за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга. Также орденом мужества посмертно награждены начальник отдела администрации Васильевского муниципального округа Запорожской области Иван Маймулов и водитель этого же муниципалитета Виталий Черный. Ну и сегодня же Владимир Путин подписал законы о легализации криптовалют в России. Документы признают цифровые валюты имуществом, вводят общие требования к их обороту и предусматривают судебную защиту прав на них. Еще один утвержденный президентом пакет законов касается ограничений в отношении сбежавших за рубеж преступников и иноагентов. Он предусматривает в том числе заморозку счетов релокантов и отказ в предоставлении им госуслуг онлайн. Также Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты, причем по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Помимо этого он утвердил документ об упрощении госзакупок для российских регионов, а еще один подписанный президентом закон дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий. Прямо сейчас у нас короткая реклама, после продолжим. Оставайтесь с нами.